Всем привет, меня зовут Дарья. Сегодня я делаю обувь для куклы из полимерной глины. Полимерную глину я использую в первый раз. Берем проволоку и стельки, которые я заранее приготовила. Формируем каркас обуви. Задаем правильное положение, используя ногу куклы. Открываем полимерную глину, смотрим. Хорошенько ее нужно промять. Я работаю на бумаге, на чистой поверхности. Теперь каркас заклеиваем весь. Формируем стопу. Все, что торчит, все вот эти золотые штучки я прячу. Формируем бугристую поверхность. Я хочу сделать необычную обувь, я хочу сделать королевскую обувь для следующего ОАКа. Просто дело в том, что я делала ОАК для этой куклы, но видео про то, как я делаю обувь, используя полимерную глину, у меня набралось где-то час материала. И поэтому я решила записать отдельный ролик. Обувь я хочу сделать устойчивой. Также я хочу, чтобы был закрыт носик. Я не знаю, что это за обувь, но у меня вот такой образ возник. Мне такая форма обуви очень нравится. Но проблема этой обуви в том, что она ломается. И то, что нужно было сначала одну часть запечь, потом сделать верхнюю часть. И в итоге я вам покажу, как я сделала необычную обувь. Итак, создаем каблук. Все, что я делаю, это абсолютно импровизация. То есть я работаю так, я заранее не придумываю какие-либо схемы. Я приблизительно понимаю, что хочу, но мне нравится делать из хаоса что-то создавать. Когда ты изначально не знаешь, что у тебя получится, получается очень интересный результат, лично у меня. Вот. Также сейчас я пытаюсь придумать, как сделать каркас для каблука. В итоге я сделала обувь по-другому. Сначала нижнюю часть я запекла,
При 110 градусах я ее на 3 минуты поставила. Она у меня быстро остыла, и потом я сделала верхнюю часть. Потом я сделала сам носик. И сейчас я вам покажу, как я именно делала это. Сдаем обувь, нижнюю часть. Потом сверяем, потому что я уже сделала. Делаем плотный каблук. Скручиваем проволоку, ставим. И при том я поняла то, что его нужно очень хорошо разминать. Материал очень жесткий. Я использовала тушь, чтобы делать такие блинчики. И вот так потихонечку я собирала части. Я сравниваю одну туфлю с другой, чтобы они были более-менее похожи. И также у нас еще задача состоит в том, что ноги разного размера, и нужно, чтобы кукла стояла очень устойчиво. Делаю рельеф, делаю много маленьких таких точек. Вот, прочертиваю каблук. Использую как референс вторую обувь, которую я сделала сама, пытаясь решить эту задачу. Также в каблуке я делаю углубление. Сейчас я уже запекла обувь. Она, видите, плотная. Я ее запекала 3 минуты. И теперь я, сравнивая с другой обувью, делаю как бы рисунок и по нему вырезаю. Это будет верхняя часть. То есть обувь должна легко одеваться, не спадать и прекрасно сидеть. А потом я закрепляю тем, что я тоже делаю такие рельефы, и она цепляется за другую часть полимерной глины. Возможно, так нельзя делать, кто его знает. Далее мы будем делать носик после того, как запекем. Второй раз я тоже запекаю на 3 минуты и формирую носик. Точно такой же, как и на той обуви. Аккуратно сглаживаем. Притом в магазине, в котором я взяла это, там не было другого цвета. Мне нужна была белая обувь, либо какая-то телесная. Но куда деваться, что есть, то есть. И далее формируем тоже рельеф на носике. Я все запекла, у меня получилось приблизительно вот так. Кукла стоит сама. И теперь будем декорировать обувь. Крашу я ее акриловой краской. Далее я прозрачным лаком покрыла всю обувь и внутри тоже. Внутри я решила оставить фиолетовый цвет. Теперь декорируем. Я беру обычный клей и приклеиваю с наружной части обуви. Также я хочу поместить алмазики на каблук.
Теперь в углубление я добавляю клей, приклеиваю стразы на каблук. Добавляем заключительный страз. Такая прелесть у меня получилась. То же самое со второй обувью. И получается необычная обувь для необычных УАК. Скоро будет новое видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пока-пока.